На просторах синего итальянского моря, где ветер нежно ласкает поверхность воды, а солнце озаряет горизонты, небольшая рыболовецкая команда из небольшого портового городка отправилась в привычное утреннее плавание. Они были опытными моряками, которые провели всю жизнь на воде, бороздя просторы океана на своем надежном судне. Ничто не предвещало того, что этот день станет началом чего-то необычного. С рассветом моряки подняли паруса, затянув снасти, и вскоре их судно покинуло свой привычный док. Ветер вносил в их повседневные заботы энергию, и скоро они начали рыбачить. Солнце поднималось все выше, и моряки с нетерпением ждали, когда сети наполнятся, позволяя им вернуться домой с богатым уловом. Для них это было не просто работой, но и образом жизни, насыщенным своей красотой и вызовами. После нескольких часов ловли один из моряков по имени Антонио неожиданно заметил, что сети начали сильно тянуть на себя. Сердце его заколотилось в предвкушении хорошего улова. Может быть, это была большая рыба или даже тунец. Но когда они, наконец, вытащили сети на палубу, моряки увидели нечто, что заставило их замереть от удивления. На палубе лежала акула, однако ее голова выглядела совершенно необычно. Морда была не просто вытянутой и заостренной, как у большинства акул, но с признаками, которые напоминали голову свиньи. У ее больших глаз был странный, почти человеческий взгляд, отражающий недоумение. Это создало чувство странности и недоумения у рыбаков. Члены команды начали обсуждать странную находку, некоторые настаивая на том, что это должно быть возвращено обратно в воду. Несмотря на то, что некоторое время назад они были настроены на хороший улов, сейчас они испытывали большее волнение и чувство благоговейного уважения перед этим загадочным существом. Как может такая акула оказаться здесь, возле острова Эльба, где акулы обычно не появляются? Слухи о странной акуле быстро разлетелись, и волнение нарастало. Некоторые члены команды даже начали делать фотографии и видеозаписи, пытаясь запечатлеть это событие для своих родных и знакомых. В то время как некоторые испытывали благоговейный трепет, другие крепко держались за свои идеи о том, что, возможно, мигом столкнулись со странным мутантом, продуктом человеческой деятельности или следствием воздействия окружающей среды. Остальные моряки не могли не заметить, что акула, хотя и странного облика, находилась в довольно сильно истощенном состоянии. Это внушало им тревогу и желание действовать. Они решили, что любой риск, связанный с восстановлением равновесия, был бы более приемлемым, чем лишить жизни такое уникальное и редкое существо. Акула, скорее всего, была потеряна, но никто не мог понять, как ей удалось попасть на мелководье в этой части океана. В поисках правды моряки решили обратиться за помощью к океанологу, работающему в океанариуме недалеко от побережья. Они начали связываться, и вскоре на палубе их судна появился сотрудник из океанариума. Когда ровный голос океанолога объявил, что это редкая рыба под названием цеонтрина, Xenotas centrina, море казалось живым, словно сама природа прислушивалась к этому откровению. Удивленные моряки склонились над акулой, их взгляды полны удивления и восхищения. Этот вид, обнаруженный всего в нескольких местах по всему миру, был занесен в Красную книгу. Существо было так уязвимо, что его присутствие в таких водах, как они стали свидетелями, вызывало чувство ответственности и важности. Ни один из моряков не мог понять, как такое чудо природы оказалось здесь. Океанолог объяснил, что цеонтрины обычно населяют глубины от 700 до 800 метров. Могла ли эта акула каким-то образом сбиться с пути, уплыв на меньшее расстояние от берега? Или же в океане произошли какие-то иные изменения, которые вызвали беспокойство у этого красивого и редкого существа? У моряков не было никаких сомнений относительно того, что они должны быть ответственными за свою удивительную находку.
Они собрали всю команду и, придерживаясь четких инструкций океанолога, начали процесс возвращения Цейонтрина Ксенотосентрина в море. Каждое движение было полон осторожности и уважения, ведь они понимали, что за этой акулой стоит преступление против природы и экосистемы. После непродолжительной подготовки акулу аккуратно поместили назад в воду. Она, казалось, почувствовала эту свободу. Неопытные на первом взгляде водные миры были полны неожиданностей. Природа оказалась более живой, чем когда-либо прежде, и команда моряков знала, что именно сейчас они помогали возвратить это море обратно в обиход не только для животных, обитающих в глубинах, но и для самих себя. Давление от возвращенной акулы словно рассеивалось в окружающем просторе. Вернувшись на берег, команда моряков делилась своими впечатлениями и мыслями о произошедшем. Каждый член команды осознал важность заботы о среде обитания этих удивительных существ, о которых они никогда не задумывались прежде. Они узнали о роли, которую играют такие редкие виды, как цейонтрина, в экосистеме, о том, как все связано в природе. Эта история стала уроком не только для моряков, но и для всей местной общины. Множество людей начали обсуждать важность сохранения таких существ и борьбы с воздействием человеческой деятельности на океаны. Наставления океанолога зажгли искру интереса к изучению морских существ. Каждый из них стал активистом, стремящийся защитить океан от загрязнения и избыточного вылова рыбы. Местные жители несколько месяцев обсуждали этот случай, и его влияние стало видно даже за пределами небольшого городка. Общественные собрания начали формировать движение по защите окружающей среды. Вдохновленные историей моряков, юные жители начали создавать проекты и принимать участие в экологических акциях. Наблюдая за природой, дети собирали мусор у береговой линии, украшали кадры восхитительных морских существ, создавали уроки о важности океанов. В конечном итоге встреча с цейонтриной Ксенотас-сентрина пробудила в людях новое уважение к океанским существам и природе. Они поняли, что каждое существо имеет право на существование, и только вместе, с уважением к природе, можно построить лучшую жизнь для всех. Так, эта удивительная история не конец, а только началась. Увидев, как океаны и его обитатели готовы делиться своими тайнами, моряки стали частью этих тайн. Теперь они были не только рыбаками, но и защитниками своего края, своего моря и его диковинных жителей. Они верили, что каждый из нас может внести свой вклад в защиту окружающей среды, и каждая история, такая как их, будет вдохновлять людей заботиться о своего рода сокровищах, находящихся под поверхностью вод. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Ваши мысли имеют огромное значение, делитесь ими в комментариях. А если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, и помните, каждое маленькое действие может произвести огромное восприятие.